Помню, как в детстве, когда пришел со школы, мой старший брат играл GTA Vice City. От того, что я увидел в этой игре, Я охерел просто. естественно, мой брат вылазить из компании хотел, и тогда я пошел к маме. А почему он, а не я? И после этого я просто пропадал в GTA Vice City. Потом я еще у кореша скачивал на диск GTA Vice City «Русское нашествие», но она не работала, потому что я скачивал один ярлык. GTA Deluxe, ментовский беспредел. Тогда я даже не знал, что еще есть другие части GTA, GTA 3, GTA San Andreas и вообще игры, похожие на GTA. Время шло, и на прилавках появлялись новые игры. Помните эти, еще с русским переводом, типа Fargus. Интернета тогда не было, и мы обменивались как могли. Мафия, первая часть, она была линейной, но очень похожа на GTA. Помните тот момент, когда надо был диск протирать спиртом, и не каждый мог вообще пройти эту игру. Крестный отец, геймплей который я увидел на одном из дисков игромании. После размутил диск, и чтобы игру запустить, надо было все это проворачивать через Demon Tools, кто помнит. Это видео про почти все клоны GTA, про многие, наверное, вы даже примерно не слышали. Постараюсь накидать все по цепочке, как я узнавал про эти игры, может даже кого-то ёбнет ностальгии и вспомнит, как сам устанавливал эти игры и пропадал в них. True Crime, что за шедевры? Играешь ты за копа под прикрытием, мутишь делишки, несколько веток сюжета, драки были на высшем уровне. Я просто охуел, когда узнал, что в этой игре можно арестовывать, обыскивать, отжимать тачки, и все это делалось на законном уровне. Помню, как мой кореш купил эту игру еще в поезде, я ее установил, комп не тянул, и я решил, что нужно снести весь комп нахуй, но это не помогло. Ты сказал, что ты шаришь в этой теме, ты, блядь. Следующая игра была Драйвер. Пацаны хотели намутить что-то по типу GTA Vice City, но лучше бы они вообще убрали возможность вылазить из тачки. Аварии, физика в этой игре на высшем уровне, но только когда ты находишься в машине. Тоже много времени провел в ней, но, конечно, она не дотянула до GTA. Про GTA San Andreas не буду говорить, так же, как и про GTA 3. Это все элементарно, все в эти игры играли, а лучше покажу вам Overdose. Что это за игра, я только видел на картинках в той же игромании. Сам, если честно, я в нее не играл, но выглядит по типу Макс Пейна и GTA вместе. Симпсоны, бля, игра... Не, в натуре класс, заебись, четко. Пацаны вообще, ребята, прошел все на одном дыхании, добрая, интересная игра, тут и рассказывать нечего, играешь за всех членов семьи Симпсонов, катаешься на тачке, собираешь всякую херню. Saints Row, первую я не играл, но вторая мне взорвало башню, мы с одноклассниками постоянно спорили, что лучше GTA San Andreas или Saints Row 2. На то время там уже можно было покупать дома, обустраивать как тебе угодно, покупать тачки, оружие и также их улучшать. Плюс к этому всякие подработки с интересными заданиями, ну и сюжет какой-никакой есть. Война банд, захват заведений, все в этом духе. Не так давно вышло переиздание, но в нее я так и не поиграл, но и играл во все части, которые были после второй. Категорически советую посмотреть и поиграть четвертую часть. Дабстеп, инопланетяне и полный пиздец вас там точно ждет. Scarface, безумная игра по фильму «Лицо со шрамом», где главный герой в конце не умер и начинает свой путь с нуля. Забирает свой особняк обратно, захватывает всякие заведения, торгует кокой и кромсает всех налево и направо. На то время эта игра опередила все, что можно было опередить. Були. Сейчас уже этот шедевр можно и на телефоне поиграть, а в то время она и на компе у меня не шла. Игра про школьника, распиздяя. За 100 рублей. Короче, мамка с папкой тебя отправляют в школу для отморозков, и там либо ты становишься крутым пацаном, либо умным крутым пацаном. Ходишь на уроки, дерешься с пацанами, мутишь с девчонками, потом еще в город открываются двери. Безумная игра про безумного пацана. Кто не играл, хотя бы на мобилу поставьте. Велман или Вин Дизель, блять, придумал игру, короче, Вин Дизель, и опять такая же история, как и с Драйвером. Лучше бы вообще не было возможности выходить из тачки. Трюки, аварии, прыгание с одной тачки на другую, на ходу. Езда на мотоцикле на одном колесе задним ходом, короче, пиздец полный. Нихуя себе, блядь. Grim Life, чуть не забыл, игра старая, но как она сделана, банда на банда, без огнестрела, чисто пацанские разборки, в каждом районе свои типы. Короче, игра точно не для чушпанов, я бы даже в нее сейчас поиграл. На машинах там, конечно, нельзя кататься, но передает атмосферу 2000-х, вонючие улочки, разбитые витрины, кровь и охуенный хип-хоп того времени.
Бля, пока не забыл, Getting Up — это одна из самых моих любимых игр того времени, про пацанов, которые ебашат граффити. Короче, в моей школе были все помешаны на этой игре, каждый покупал себе большую тетрадку, рисовал мне эскизы, у всех были какие-то ники, какие-то банды, рисовали, оставляли свои теги и все в этом духе. Игра, короче, про паркур, граффити, пиздатые драки с охуенным сюжетом и охуительным рэпчиком. Советую прям запомнить эту игру, если ты в нее не играл, то как-нибудь попробуй. Просто охуенно. Just Cause, чем дальше серия двигалась, тем безумнее она становилась. Если в первый ты максимум залазишь на крышу машины и спрыгиваешь с парашютом, то в последнее ты вызываешь какие-то штормы, летаешь вокруг них и вообще почти не касаешься земли, будто ты какой-нибудь Супермен. Игра полна трэша, взрывов и взрывов. А не ебанет? Да вроде не должна. Сюжет тут просто для галочки, главное что-нибудь взорвать. Мерценариец 2, что-то типа того. Диск у меня был, но в нее я так и не поиграл. Добротный старенький экшен в открытом мире, посвященный не легкой жизни наемника, скорее больше похож на серию G-Scout, но и с какими-то элементами GTA. Можно привести достаточное количество параллелей. Ну и давай сюда в этот же топ закинем Том Клэнси с Ghost Recon Wildlands, короче, вот на вот эту игрулечку. Основная суть геймплея последней части франшизы Ghost Recon мало чем отличается от других игр Ubisoft. Вас ждет тот же самый россыпь точек интереса на карте, захват базы, расширение влияния в регионах и постоянные сражения. Саботер тоже игра про паркурчик, про Вторую мировую. Играешь за мужика, который пиздит фашистов. Стелс, стрельба, гонки на тачках, кровь, драки, паркур. В свое время игра меня сильно удивила и можно сказать, разъебала. Ну типа это же GTA, но про Вторую мировую. А вот еще и GTA в другое время. Это RDR, то есть на конях, Red Dead Redemption. Ну вы все сами знаете и в любом случае слышали про эту игру. У нее еще онлайн есть. Rockstar Games шарит за мелочи. И все, что есть в этой игре, это просто охуенно. Ну и есть GTA 5 онлайн, все знают ее, даже рассказ про нее ничего не буду. А есть APB, это бесплатная игра, похожа очень сильно на GTA 5. В Steam она есть, я в нее играл и даже обзор начинал записывать, но там столько всего, что я, короче, хуй положил. И так не доделал. Играешь либо за копов, либо за бандитов. И проходите определенные задания. Честно, игра даже сейчас выглядит и играется охуительно. Просто если нет баблишка на GTA 5, попробуй с пацанами скачать. Думаю, тебя затянет на день-другой. Плюс к этому огромная кастомизация оружия, машины, самого персонажа. От татушек, одежды до всяких аксессуаров. Короче, стоит попробовать. Хоть про мафию я и говорил, напомню еще раз. Если хочешь прям задуматься о смысле жизни и впасть на неделю в депрессию, пройди вторую часть. Третья часть, хоть и все ее ругали, один хрен вышла пиздатой. Конечно, достаточно однообразная, но территория очищать мне там нравилась. Эл Нуар, тоже от создателей Rockstar Games, про детективов. Будешь, короче, расследовать всякие преступления, полиция 80-х примерно. Необычная игра, мне зашла и всем советую. Эй, сыщик! Пошел нахуй! Sleeping Dogs. Это пацаны посмотрели на Вейлмана, на Драйв и драки с Бэтмена, на стрельбу из Макс Пейна и сделали свою игру. Короче, экшена в этой игре больше, чем в фильмах про Джеки Чана. По факту это следующая часть Тревы Крима, но название поменяли почему-то. Ну, ты играешь также, кстати, за копа. Watch Dogs. Что это за игра, как и обещали разработчики, что это новое поколение игр, какая-то там были видео с геймплеем, но первая часть немножечко получилась недоделанной. И появились предъявы к разработчикам. Ты сказал, что ты шаришь в этой теме, ты, бля. Вот вторая уже заебись, играбельная. А с выходом Watch Dogs Legends я купил себе и на плойку, и на комп, и даже начал снимать обзор на нее, но он будет чуть позже. Короче, Legends игра, в которой ты можешь играть за любого NPC, но просто представь, любой NPC, у которого есть свои перки, как положительные, так и отрицательные. Советую поиграть. American Fugitive. Когда мне было 18 лет, мой job interview suit, он есть, просто it's fun to remember. Вот такая есть еще игра, типа GTA сверху, хрен его знает, что за игра, пару раз ее включил, но просто знать, что есть вот такая вот подобие GTA. Еще есть Wrestler, это тоже типа GTA на конях, вид сверху, но это так тебе просто для информации, чтобы знал. Киберпанк, ну это все про эту игру знают, после патча ее подремонтировали нормально, уже она не лагает, не фризит, сколько в эту игру запихнули, это просто... Вообще заебись, бля. Игра достойна, особенно сюжет, озвучка, игра персонажа, даже не жалко за нее 3 косаря отдать. Но ты, если что, сам знаешь, где можно ее купить. 171, есть еще вот такая игра, я хуй его знает, кто ее вообще придумал и сделал, ничего интересного в ней я не нашел.
что в ней делать, я не понимаю. Короче, увидел и забыл. Big City Online. Есть еще вот такая вот на комп, так и на телефон. Ну, типа GTA в России, по-моему, на движке Unity. Багована немного, но в нее реально играть. Разработчики реально вливают в нее душу, но как минимум она бесплатная. Ну, есть также еще всякие проекты по типу РП на движке GTA San Andreas, Minecraft, DayZ, Arma, Garry's Mod. У меня на канале есть множество видео по GTA, всякие РПшные ситуации, где игроки отыгрывают свои роли. Советую посмотреть и понять, что там к чему. А если заинтересовался и захотел поиграть что-то похожее, то у меня есть ролики по топ-серверов криминальной России. Можешь зайти и выбрать, что тебе угодно. Там и ссылочки на проекты есть, и все в этом духе. Ну и давай заканчивать. Если есть что-то добавить, пиши снизу. Также можно даже пройти какую-нибудь игру из этого топа на стриме, например, или просто снять обзор на какую-нибудь из них. Пиши под видео.